Привет всем! Меня зовут Ната, и это моя зеленая история. Полгода назад я пожалела алоказию и забрала ее домой. С тех пор она почти не растет, постоянно желтеет и сбрасывает листья. Я устала бороться и сейчас серьезно размышляю о том, чтобы отдать ее в другие руки. Все началось в октябре 2025 года. Я зашла в соседний супермаркет за едой, а у кассы на полке для растений стояла она. Одинокая, задумчивая, с чуть наклоненным листом. Это было то самое растение, которое я видела в красивых роликах в соцсетях, с большими бархатными листьями, роскошное, тропическое. Подошла ближе и поняла. Ей здесь грустно. В прозрачной упаковке на дне горшка уже лежал совсем увядший лист охристо-коричневого цвета. Два оставшихся выглядели так себе. Один украшала желтая каймая по краю, второй еще держался зеленым, но тоже выглядел уставшим и задумчивым. Пожалела я этот цветок. Сердце не позволило оставить его там. Забрала домой. Дома сразу сняла прозрачную упаковку, убрала совсем пожухший лист. Внимательно осмотрела оставшиеся листья с двух сторон, искала жуков или других незваных гостей. Полила чистой фильтрованной водой. Лист с желтой каймой отрезать тогда не решилась, жалко было. Казалось, вдруг еще оживет. Через некоторое время я обратилась к интернету и умному И. Оба в один голос сказали: такие листья уже не восстановятся, лучше их убирать, чтобы растение не тратило силы зря, а направило их на новые ростки. Через неделю тот желтый лист начал коричневеть. Я взяла ножницы и аккуратно отрезала его с тихим пожеланием сил. И чудо! Через пару недель появился первый новый лист. Он рос медленно, сначала как тугая трубочка, потом разворачивался в лодочку и, наконец, превратился в полноценный лист. Я впервые видела этот процесс своими глазами. Это было настоящее волшебство. Первый лист алоказии у меня дома. Радость переполняла. Но радость оказалась недолгой. Дальше растение вдруг перестало расти. Совсем. Превратилось в какую-то странную кракозябру. 3 листа накренились в разные стороны, будто поссорились между собой и больше не хотели смотреть вверх. Каждый лист занял свою территорию, окружил себя пространством, и все встало. Растение выглядело потерянным и каким-то неуверенным. Я начала думать. Может, дело в горшке? Ей тесно в этом маленьком магазинном горшочке. Надо пересадить, посмотреть, что там внутри с корнями. Но за окном стояла зима, а я слышала, что зимой цветы лучше не тревожить. Долго сомневалась, взвешивала все за и против. В итоге решила. Надо действовать. Вынула алоказию из старого горшка. То, что я увидела, стало для меня настоящим дебютом. Корневая система оказалась скромной. Из черенка выходило всего несколько корней. 5 штук подлиннее, около 10 сантиметров, а остальные
совсем короткие малыши. Не густо. Я очистила корни от старого грунта, приготовила новый, легкий, с перлитом. Пересадила в прозрачный стаканчик объемом 0,5 литра. Теперь могла наблюдать за ростом корней в реальном времени. Стаканчик поставила под лампу. И вот тут началась новая глава драм. У него было 3 листа. Один лист внезапно начал желтеть. Быстро и безжалостно. Пришлось его отрезать. Осталось 2. И они стали показывать характер. Желтизна захватила края, листья потеряли прежний лоск. Растение выглядело совсем не празднично. За окном в это время ударили сильные морозы. Подоконник стал холодным для тропической гости. 2 оставшихся листа уже тронула желтая обводка. Я решила переместить алаказию ближе к батарее, полностью под свет лампы. Там было теплее и стабильнее. Зачем тратить силы на увядающий лист, подумала я. Растению сейчас важнее нарастить корни. Беру ножницы и отрезаю еще один лист, который пожелтел по краям. Теперь остался всего один. Он тоже был не идеальным, почти весь желтый, с дыркой на правой стороне. Я решила не трогать его. Пусть растение само решит свою судьбу. Пришла весна. Морозы спали, и алаказия переехала назад на подоконник под лампу. На этом последнем листе вдруг появился чудесный росток. Рос он необычно. Сначала вылезла тонкая палочка, потом между ней и старым листом начала формироваться трубочка. Пока новый лист разворачивался, прежний увядал все сильнее. Наконец новый лист раскрылся. Настоящий красавец. Насыщенно зеленый, бархатный, с четкими прожилками. Старый лист высох почти в прах, но продолжал висеть на своем месте до самого конца, пока не осыпался. Я наблюдала за этим процессом и думала, что-то мне во всем этом не очень нравится. За окном май. И, наконец, пришла жара. Мой цветок, который все это время держался на одном листе, вдруг дал новую трубочку лист и очередную палочку. Новый лист раскрылся в апреле, стройный, насыщенно зеленый, гибкий, а в мае начал желтеть по краю.
Тот самый красивый лист, который я так ждала, стал терять цвет. Я смотрела на него и размышляла. Пересаживать в новый грунт боялась, вдруг опять не подойдет. Может, растению у меня совсем не нравится. Может, поискать ему другого хозяина. Эти мысли крутились в голове, пока я продолжала ухаживать. Поливала, подкармливать, освещала, наблюдала за корнями в прозрачном стаканчике. Сейчас, в конце мая, алаказия снова с одним листом. Новый, такой красивый и бархатный, который я так ждала, опять начал желтеть по краю. Я смотрю на нее и чувствую усталость. Полгода постоянной борьбы, обрезок, переживаний, перестановок каток к батарее и обратно. Я вложила в нее очень много сил, времени и эмоций, а она до сих пор почти не растет. Мне грустно это признавать, но я действительно начала думать о том, чтобы отдать ее в другие руки. Возможно, у кого-то другого она наконец почувствует себя комфортно и покажет свой настоящий тропический характер. А мне, похоже, с ней не справиться. Если вы тоже проходили через такое с растениями, напишите в комментариях, что вы делаете в таких случаях. Оставлять борьбу или отпускать. Буду очень благодарна за ваш опыт и советы.